Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня мы вместе с вами пройдемся по настройкам графики в Silent Hill 2. Формат будет слегка другой. Я прям в реал-тайме все покажу и расскажу. А если быть точнее, самые важные параметры, которые действительно влияют на производительность. Почему так, а не full тесты, чуть позже вы поймете. Оказавшись в самой игре, нажимаем Escape. Настройки, переходим на графика и экран, и здесь нас встречают базовые настройки. Это экранный режим, выбираете любой, проверял на FPS не влияет, как в некоторых других играх. Разрешение, тут по соотношению к вашему монитору. Понижать разрешение для большего количества FPS в этой игре нет смысла. Почему? Потому что у нас есть масштабирование изображения, которое здесь называется технология сглаживания ИИ. Трассировка лучей. В этой игре она не сильно кушает производительность, по крайней мере в начальных локациях, как дальше я не могу утверждать, но поиграть можно. Тем более если выбрать более оптимизированные настройки. Но пока мы выключим. Ограничения тут по желанию, но рекомендую выключить. Динамическое разрешение отключайте, V-Sync тоже отключайте. Если вы не играете, конечно же, на телевизоре. Технология сглаживания. К ней вернемся давайте чуть позже. Чуть ниже нас встречает размытие. Тут по желанию я обычно отключаю. А также режим графики. На FPS не влияет, можете ставить то, что вам больше нравится. Ну и конечно же самое интересное, то зачем мы здесь с вами все собрались. Это доп. Настройки качества. Настроечек в принципе не то что мало, но и немного. Так сказать, все необходимое присутствует. Пойдем по списку сверху вниз. Сглаживание. На FPS никак не влияет. Рекомендую TXAA. Масштабирование изображения. Ставить выше нет смысла, потому что сильно кушает FPS-ики. А вот ниже, допустим, 75%, в принципе, если не трогать масштабирование изображения, то можно поставить. Но снова же, у нас есть масштабирование типа DLSS, FSR, и трогать масштабирование, которое на самом деле это качество рендера, нет смысла. Качество теней очень сильно кушает FPS-ики. Рекомендую поставить низкое. Качество текстур. На FPS и на видео память никак не влияет. Выбирайте высокое. Но если будет вылетать или подтормаживать, фризить, то понизьте значение. Качество шейдеров. Низкое и среднее качество по FPS одинаковое. Средняя чуть-чуть лучше по визуалу. Высокая кушает примерно 8% производительности. Мои рекомендации выбрать среднее качество. Качество эффектов. На FPS влияет не сильно, но рекомендую низкое либо среднее качество. Я выбираю низкое. Отдельная обработка прозрачности. Включаем, потому что на FPS не влияет. Качество эффектов бликов. На FPS тоже не влияет. Выбирайте любое значение. Размытие. Тут по желанию SSAO. На удивление на FPS тоже не влияет. Возможно, в некоторых локах будет достигать там 1-2% производительности, но не более. SSR. Тестировал на разной местности. Разницу по отражениям не заметил никакую. Поэтому можно спокойненько отключить. Качество SSS. На FPS не влияет, я оставляю высокое. И резкость изображения на FPS тоже никак не влияет. Выбирайте то, что вам больше нравится. Высокое, среднее, либо вообще ее отключить. И по настройкам у нас получается следующее. Как вы уже могли догадаться, почему этот ролик отличается от остальных? Потому что у нас здесь по факту всего лишь два параметра графики, которые действительно влияют визуально и по FPS. Остальные нужно прям присматриваться с помощью лупы. Качество теней и качество шейдеров. Два параметра, которые действительно влияют на производительность. Теперь давайте проверим более наглядней. Хотя, скорее всего, я уже показал вам на монтаже, но давайте убедимся. Ставим все на, естественно, высокое качество, кроме нижних параметров. И у нас здесь примерно там 30-29-30 FPS. Просто перейдя в настройки, качество теней выбрав низкое, мы уже получим 40-38 FPS. Даже бывает выше, тут по-разному. В зависимости, куда смотрим и какая у нас именно будет локация. Далее шейдеры. Ставим среднее. И у нас уже нестабильные, конечно, 60 FPS, но тем не менее. Это по факту два параметра. Для того, чтобы добить все это окончательно, мы качество эффектов ставим на низкое, либо среднее. Ну и в принципе, да, тоже будет чуть-чуть проседать. Тем не менее, вот у нас стабильные 60 FPS, без масштабирования, без DLSS и так далее. То есть в нативном разрешении. Теперь, то, что касается трассировки лучей. Без трассировки 63 кадра, в этой местности, естественно. Включаем трассировку, и у нас 50
1 FPS. В принципе, для одиночной игры более чем можно играть. Если нужно больше FPS, к нам на помощь приходит, конечно же, масштабирование изображения. Здесь называется оно технология сглаживания ИИ. FSR 3 я ставил, у меня сразу игра вылетает. Не знаю, в чем причина. Но у нас есть DLSS. По моим тестам, как я тестил, если выбрать настройки, назовем их оптимизированные для этой игры, то DLSS качество в этом случае почему-то не работает. То есть оно дает нам FPS ровно 0. Как вы можете наблюдать. Если все настройки графики вернуть на эпическое качество, то у нас получается, по идее, DLSS должен работать. Вот 35 FPS, мы его отключаем, и он у нас, да, как вы можете наблюдать, работает. То есть в этом случае его можно трогать и выбирать качество. В остальном, благодаря настройкам, естественно, от DLSS нет никакого смысла. Если только мы не поставим где-то на баланс, по-моему, он чуть-чуть даст что-то, да. FPS растет, и в принципе по качеству лесенки, конечно, появляются моментами, но в 2К разрешении это не так заметно. Если у вас Full HD монитор, скорее всего у вас появится мыльцо. Это вполне возможно. Но в таком случае, как я говорил ранее, у нас есть резкость изображения. Просто ставьте ее на высокую резкость и все. Можно воспользоваться, конечно же, остальными, там FSR 1 или TSR, если у вас работает. Тут смотрите по вашей системе. Если поддержка DLSS на видеокарте нет и так далее. Но ставить ниже можно, естественно, если вам нужно больше FPS-иков, но качество, конечно, немножко пострадает и сама атмосфера. Поэтому мои рекомендации следующие. Это мы отключаем масштабирование. Трассировку лучей по желанию я лично оставляю включенной, ну и по настройкам вот как-то так. Естественно, в некоторых локациях у вас будут просадки до 40 FPS, может даже 35. Эти вопросы уже к оптимизации. А теперь, ребятки, давайте перейдем на рабочий стол, я там покажу пару фишечек. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Кстати, если что, все это работает как на Windows 10, так и на 11. Нажимаем поиск, пишем настройки, графики, нажимаем обзор и переходим в папку Silent Hill 2. Далее SH Proto, Binarious и Win64. Нас интересует приложение, шиппинг, добавить, параметры и нужно поставить галочку на высокая производительность, сохранить. Далее переходим на параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Как нам пишет описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Насколько мне известно, на 11 винде аппаратное ускорение по умолчанию включено. В этом случае можете отключить, как это сделал я, перезагрузить ПК, залететь в игру и проверить. Возможно, наоборот, с выключенным аппаратным ускорением будет немножко лучше производительность. Если у вас видеокарта от NVIDIA, открываем панель управления NVIDIA, переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки. Здесь нажимаем мы на список и ищем в этом списке Silent Hill 2. Если здесь его, допустим, нет, нажимаем добавить и уже ищем в этом списке Silent Hill 2. То же самое, если здесь его, допустим, нет, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой, тоже SH Proto, Binarious, Win64 и шиппинг открыть. И нам нужно сделать следующие настройки. Анизотропная фильтрация. Я оставляю управление от приложения. Если ПК у вас слабенький, выключайте. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его не используете, выключайте. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту Vulkan OpenGL. Используя цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная, режим низкой задержки. Для многих одиночных игр я рекомендую выключить. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее, совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу нас встречает фильтрация текстур, качество. Мы выбираем высокая производительность. И нажимаем
применить. По сути, базовые настройки мы с вами сделали, но если вам необходимо еще больше FPS, в таком случае по ссылке в описании переходим ко мне в телегу, там в закрепе есть архивчик, называется архив Байкаска версия 2. Здесь у нас есть 3 папки и различные приложения с ярлыками. Первая папка — настройка видеокарты для AMD, Intel и Nvidia. Далее очистка. Просто очищаете временные файлы. Открываем папочку, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, Delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Снова же, что не удаляется, просто нажимаем отмена. И на крайняк можете воспользоваться диск Cleanup. Открываем его, открыть, выбираем диск C, ОК. Далее, очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ОК. И везде ставим галочки и все это очищаем. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть множество различных вариантов для бэкапа. В картинках можете глянуть, для рукастых, для ногастых и сразу созданные вручную бэкапчики, вдруг чего. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM, если у вас Windows 10, будет написано слияние. Если у вас нет слияния, либо у вас Windows 11, то просто нажимаем открыть. Либо 2 раза LKM, то есть запускаете как обычное приложение. Там да-да и окей. Далее PKM слияние, отзывчивая систему PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar мы, конечно же, отключаем. Тут же у нас есть аппаратное ускорение, сразу переходим на настройки графики. И наконец-то схема питания. Если вам необходима схема питания максимальная производительность, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется просто PKM, это правая кнопка мышки, а то ребята часто спрашивают, не понимают, что это я говорю такое. LKM это левая кнопка мышки, а SKM средняя кнопка мышки. И нажимаем Enter, далее закрываем, переходим на схема питания ярлык, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальную производительность. Если нужно будет ее удалить, не знаю зачем, иногда спрашивают, просто ставим галочку куда-нибудь. Далее настройка схемы электропитания и удалить схему. Окей. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.